Процедуру по уходу и окрашиванию волос от Constant Delight – это повышение качества услуг в вашем салоне. Constant Delight. Красота бесконечна. Всем привет! Меня зовут Фогель Елизавета, и сегодня я расскажу, как создать одну из самых актуальных укладок будущего сезона – пляжные горизонтальные волны с эффектом влажных волос. Сегодня наша модель Ирина, у нее очень гладкие здоровые волосы, на прикорневой зоне они не пористые только на концах, где у нас есть осветленная зона. По структуре волос они очень прямые и нелегко поддающиеся укладке. Мы передвигаемся с нижнезатылочной зоны до среднезатылочной. Также мы выделили пробор в 1,5 сантиметра, так как мне хочется создать активную текстуру, поэтому я выделяю проборы не больше 1,5 сантиметров. Также очень важно, чтобы мы видели наш пробор для создания объема в прикорневой зоне, поэтому мы разделяем на рабочую зону и нерабочую зону наши волосы. Сейчас также я буду выделять пряди и подготавливать их обязательно по тому периметру, который мы выделили. Я выделяю зоны по форме прямоугольников таких небольших. Обязательно прорабатываю их лаком. Лак у нас средней фиксации, чтобы мы могли легко и спокойно моделировать волосы в процессе создания укладки. И сейчас я сначала подготовлю волосы и потом начну уже термически их текстурировать. Обязательно не забываем про правило 30 сантиметров. Когда мы создаем воздушные объемные укладки, лак мы распыляем не ближе, чем 30 сантиметров к пряди, чтобы не утяжелить наши волосы, потому что лак это у нас тоже жидкость, и ни в коем случае нам не нужно переборщить с данным составом. Также хорошо прочесываю, распределяю лак и начинаю создавать наши ритмичные волны. Не забываем про угол оттяжки под 90 градусов для создания максимального объема в прикорневой зоне. Я фиксирую между двумя пальцами. Здесь очень удобно работать именно двумя пальцами. Хорошо фиксирую прикорневую зону и прокручиваю на себя, то есть по естественному распаду волос. Даю остыть при корневой зоне, чтобы зафиксировать наш разворот, который только что мы создали термическим образом. И начинаю также прорисовывать нашу волну с помощью горизонтального положения нашего инструмента. И увожу в горизонталь. Здесь на самом деле потом уже просто войдет в автоматический режим рука. Когда вы будете подниматься все выше и выше, инструмент будет уходить только в горизонтальную плоскость. То есть ни в коем случае мы не работаем ни с вертикалью, ни с диагональю, если мы хотим создать красивый четкий рисунок горизонтальной волны. Даем немного остыть предыдущей части по длине волоса нашей пряди, чтобы не обжечь наши пальцы. И также ритмично от себя на себя я прокручиваю кончик. По естественному распаду закручиваю вовнутрь. Также мы работаем с остальными участками. Все то же самое. Я могу даже слегка подуть на прядь, чтобы ускорить процесс. Так, поэтапно мы двигаемся по всей длине пряди.
Так как мы обработали данную прядь заранее лаком средней фиксации, она у нас получается такой четкой, гладкой и будет держаться намного лучше, если бы мы совсем не проработали ее составом. Как вы заметили, у меня по зонированию как раз по форме они тоненькие прямоугольники. Здесь также угол оттяжки под 90 градусов. Прогреваем и уводим в горизонталь.
После того, как мы проработали затылочную зону, височную зону горизонтальными проборами по всему периметру нашей головы, мы переходим на фронтально-теменную зону. И здесь, так как мы переходим в другую плоскость нашего 3D пространства головы, мы будем использовать немного другие проборы и угол оттяжки. Проборы здесь будут относительно нашей зоны горизонтальные. Я буду выделять для создания максимального объема на фронтально-теменной зоне проборы не больше 1,5 см. Работаем мы также, прорабатываем, то есть у меня, видите, горизонтальные проборы. И далее вся фронтальная зона пойдет у нас такими же горизонтальными проборами по 1,5 см в зависимости от густоты волос. А угол оттяжки обратно будет 90 градусов относительно плоскости, в которой мы работаем. Также предварительно я прорабатываю волосы лаком средней фиксации. Обязательно прочесываем. И сейчас угол оттяжки мы будем делать даже слегка в прикорневой зоне под 45 градусов, не под 90. Я фиксирую и хорошо прокручиваю вперед. А направление пряди у нас будет идти все от лица. Хорошо даю остыть при корневой зоне и начинаю также работать, как мы прорабатывали пряди ранее, горизонтальной плоскости. Но линии у меня все идут от лица к затылку. И сейчас я также перенаправляю наш утюжок на себя, от себя. Также важно, чтобы наша прядь остыла, прежде чем мы ее отпустим, так как нам нужно зафиксировать рисунок волны, который мы планировали создать. На фронтально-теменной зоне можно даже увеличить ритмику, чтобы еще более объемная у нас была зона. И далее я прорабатываю также оставшуюся зону, фронтально-теменную, проборами по 1–1,5 см, в зависимости от густоты волоса. Лак средней фиксации. От корней до кончиков. Прочесали, распределили. И начинаю уже текстурировать. В прикорневой зоне угол оттяжки максимальный. Направление от лица. Убираю инструмент, даю остыть, чтобы у нас сохранился хороший прикорневой объем. И дальше создаю рисунок, чтобы в профильной проекции он был у нас красивой волной.
Итак, мы создали текстуру, мы протекстурировали целиком полностью нашу модель. Сейчас я буду просто пальцами разбивать нашу текстуру, чтобы она приняла у нас более естественный вид. Поэтому спокойно, без нотки сожаления, мы сначала пальцами все это разбираем от прикорневой зоны и до кончиков. Сначала без каких-либо средств. Нам самое главное разбить наш рисунок. И только после этого я начну текстурировать с помощью стайлинга и детализировать наши элементы, которые мы сделали. Если мы говорим о какой-то такой очень легкой коммерческой укладке, как один из этапов формирования и трансформации, мы можем просто разбить данную текстуру и проработать уже с помощью спрея, Memory Spray, для создания текстуры. Так как мы прорабатывали фронтально-теменную зону с направлением от лица, мы можем перекидывать совершенно на разную сторону наши волосы. То есть асимметричный пробор можно сделать, можно прямой пробор даже создать. Но мне захотелось сделать легкую асимметрию визуально. И сейчас я начну это все текстурировать Memory Spray. За счет этого у нас будет детализация наших прядей. Действительно эффект морской соли и пляжных волн. То есть сначала я прорабатываю длину, и чуть позже я проработаю прикорневую зону. Хорошо, мне нужно распределить пальцами. Итак, мы получили данную укладку после создания нашей текстуры. То есть как один из вариантов развития событий мы можем просто распустить, разбить это все руками и с помощью Memory Spray и лака сильной фиксации на прикорневой зоне создать подобную укладку. То есть такой очень легкий повседневный casual вариант для похода на вечеринку или все-таки по тематике на пляж с помощью вместе с нашими пляжными волнами. Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness.